Здравствуйте, друзья! Посмотрите на 6 предлагаемых оптических иллюзий и узнайте, какой вы на самом деле человек. Мы склонны видеть все через собственную призму, и это делает нас уникальными. Мы замечаем определенные особенности в зависимости от наших мыслей, а это в свою очередь показывает, что имеет для нас первостепенное значение. Эти иллюзии можно увидеть совершенно по-разному, и в зависимости от этого можно узнать о вашем характере. Итак, давайте определимся, что вы увидите первым на предложенных далее изображениях. О вашем умственном возрасте можно судить по тому, что вы увидите первым. Умственный возраст не означает, насколько вы умны или сообразительны. Он показывает, как вы смотрите на мир, как ребенок или как взрослый человек. Итак, смотрим на картинку. Если вы в первую очередь увидели старика, вы человек, который размышляет довольно зрело. Вы многое повидали, пережили взлеты и падения и смотрите на мир таким, какой он есть. У вас есть опыт и знания, которые помогли вам вырасти как человеку и стать мудрее. Также, судя по тому, что вы увидели первым, можно сказать, что вы спокойный и скромный человек. Если на этой иллюзии вы увидели девочку, это значит, что в душе вы еще ребенок, вы смотрите на мир с детским любопытством. Несмотря на ваш опыт и проблемы, вы сумели сохранить искренность и научились получать радость от простых вещей. Это очень редкое качество, о котором многие из нас забывают, когда вырастают. Следующая иллюзия помогает вам ответить на вопрос, насколько вы внимательны. Она даст подсказки, внимательны ли вы к деталям или видите общую картину. Итак, что вы увидели первым? Если вы в первую очередь увидели пожилую пару, вы смотрите на ситуацию в целом. Вы не заостряете внимание на мелочах и всегда видите картину с высоты птичьего полета. По натуре вы стратег и можете стать прекрасным управляющим. Вы умеете планировать, и вас не волнуют мелкие проблемы. Если вы в первую очередь увидели 3 людей, 2 мужчин на переднем плане и женщину на заднем фоне, то вы обладаете невероятной внимательностью к деталям. Вы обращаете внимание на нюансы, о существовании которых другие могут даже не подозревать. Вы скрупулезны, и от вашего взора мало что может ускользнуть. Вы относитесь к людям, которые очень хорошо умеют планировать дела до мельчайших подробностей. Одним словом, вы предпочитаете узнавать все детально, а не поверхностно. Эта иллюзия с кошкой на лестнице позволяет взглянуть на нее с разных точек зрения. Ответьте на вопрос, эта кошка поднимается наверх или спускается вниз? Если вам кажется, что кошка поднимается наверх, то вы, скорее всего, оптимист. Вы видите возможности и развитие, где бы вы ни были. Вы привыкли искать пути, которые помогут вам подняться в жизни. И в ситуациях, где перед вами стоит выбор подняться выше остальных или упасть до их уровня, вы всегда будете лучшим. Вы амбициозны, и никто, кроме вас, не остановит вас от достижения поставленных целей. Если вам показалось, что кошка спускается вниз, вы немного пессимистичны по натуре, вы скептик, если говорить на чистоту. Возможно, это связано с вашим опытом в жизни или людьми, которых вы встречали на своем жизненном пути. Это говорит о том, что вам нелегко доверять другим. Вы просчитываете, прежде чем сделать шаг, и подозрительно относитесь к людям, которые слишком любезны. Несмотря на свою пессимистичность, вы намного проницательнее остальных, и вас практически невозможно обмануть. На этом изображении можно увидеть 2 животных с разными характеристиками. В зависимости от того, что вы увидели первым, можно сказать, насколько вы спонтанны и действуете быстро, или вам требуется время, чтобы все обдумать. Кролики – быстрые проворные создания, которые всегда находятся в движении. Если вы первым увидели кролика, то вы человек сообразительный и наделенный обаянием. Вы спонтанны и активны, вы всегда готовы ответить и смекалисты. Вы прекрасно владеете искусством сарказма и обладаете хорошим чувством юмора. Вы не любите размышлять о прошлом, а живете мгновением, отдаваясь делу без остатка. Утки внешне выглядят спокойными, но под поверхностью воды они яростно гребут, чтобы плыть вперед. Если вы в первую очередь увидели утку, то вы уравновешенный и сдержанный человек, который постоянно все обдумывает. Вы глубокомысленны, а ваш ум все время активен. Вы можете этого не показывать, но ваш ум постоянно занят важными мыслями о смысле происходящего.
Это редкое качество, так как люди склонны больше говорить, чем думать, а вы полная противоположность. Вы думаете, прежде чем говорить или действовать. Это изображение покажет, насколько вы склонны учитывать различные обстоятельства, когда думаете или говорите о чем-то. Оно поможет сказать, насколько вы доверчивы или, наоборот, не теряете бдительность. Если, глядя на изображение, вы в первую очередь увидели колонны, вы относитесь к людям, которые легко доверяют другим. Вы склонны доверять безоговорочно и верите во врожденную доброту людей. Вы доверяете другим, потому что в первую очередь относитесь к людям, которым можно доверять. По этой причине вы видите это качество и в других, и верите тому, что вам говорят. Может показаться, что вы наивны, но на свете осталось так мало искренних и честных людей, каким вы и являетесь. Если вы заметили на изображении женщин, то вы принадлежите тому редкому типу людей, которые могут выйти за рамки очевидного. Вы обладаете уникальной способностью читать между строк. Как правило, вы насквозь чувствуете ложь и обман, наблюдательны, умеете делать выводы и задаетесь вопросами. Правда не очевидна для вас, но вы ищете ее терпеливо и хладнокровно. Вы относитесь к людям, которые доверяют кому-то только когда точно уверены в человеке. Действия имеют для вас больше значения, чем слова. Вот и все, друзья. Спасибо всем, кто прошел этот увлекательный тест. Надеюсь, что описание того, что вы увидели на картинках, совпало с присущими вам чертами характера. Поделитесь в комментариях, так ли это, мне будет очень интересно узнать. Если понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного. Всего всем доброго!